Канал Валерия Табакова представляет «Ксенофобия на НТА. Полный разбор всех программ». Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я юрист Валерий Табаков, и сегодня в этом специальном видео на моем YouTube-канале я хочу провести глубокий анализ информационной политики украинского телеканала НТА, независимое телевизионное агентство, город Львов, с фокусом на все его ключевые проекты и программы. Я разберу, как в контенте НТА проявляется ксенофобия или неприязнь к чужим, стереотипы по отношению к этническим меньшинствам, мигрантам и, в частности, русскоязычным гражданам Украины. Этот анализ основан на официальных решениях Национальной Рады по вопросам телевидения и радиовещания, отчетах Института массовой информации, Управления ООН по правам человека, а также на мониторинге эфиров и онлайн-контента НТА на YouTube. Более 150 тысяч подписчиков. Я не ставлю целью демонизировать канал НТА. Этот канал делает ценный вклад в региональную журналистику, освещая культуру и локальные события. Однако системные проблемы с hate-speech или языком ненависти требуют объективной критики. Это видео рассчитано на 20 минут просмотра, и я подробно разберу каждый проект, приведу цитаты, примеры, хронологию нарушений. Если вы юрист, журналист или просто гражданин, обеспокоенный единством Украины, это для вас. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь, донатьте. Наш голос будет услышан. Итак, общий контекст НТА и его информационная политика. Телеканал – это региональный вещатель из Львова, основанный в 1998 году с вещанием с 2003. После смены владельца в феврале 2022 Дмитрий Добродомов, экс-нордест с националистическим уклоном, канал усилил акцент на западноукраинской идентичности. Это видно в программной сетке. 60% новости и ток-шоу о патриотизме, языке и защите от внешних угроз. Охват около 1,5 миллиона зрителей в Галичине плюс онлайн, YouTube, сайт NTA.ua. Информационная политика НТА формируется под влиянием войны. Антироссийская риторика, правильная и необходимая, часто смешивается с обобщениями о чужаках, ромах, африканских студентах, мигрантах из Азии и русскоязычных украинцев. По данным ООН, 2025 год, ксенофобия в западных регионах выросла на 28% с 2022 года, и медиа вроде НТА усиливают стереотипы. Нацрада зафиксировала 4 санкции за 2022-2025 годы, 3 штрафа на общую сумму 327 тысяч гривен, 3 предупреждения и 5 предписаний. Это нарушение статьи 6 и 59 Закона о телевидении и радиовещании, запрет на пропаганду вражды. Хронология санкций Нацрады против НТА 2022-2025 годы. Февраль 2022 года. Решение номер 234/22. Плановая проверка эфира за январь 2022 года. Нарушение. Антимигрантская риторика в репортажах о беженцах. Стереотипы о ромах и африканцах, как о неинтегрирующихся, создающих хаос. Цитата из решения Нацрады. Высказывание провоцирует негатив к этническим группам без мотивации темой. Санкция, предупреждение и предписание об изменении редакционной политики. Последствия. НТА обязали ввести внутренний контроль, начался усиленный мониторинг.
16 сентября 2023 года. Решение номер 567/23. Эпизод программы «Це Великий Львів» от 15 сентября 2023 года. Нарушение стереотипа о ромах как о криминальных элементах, паразитирующих на львовской идентичности. Цитата. «Чужаки разрушают нашу чистоту». Нацрада квалифицировала как признаки ксенофобии и hate speech. Санкция – штраф в размере 130 845 гривен, 25% от лицензионного платежа. Последствия. Жалоба от ИМИ. Гендиректор Наталья Струк признала ошибку, но штраф не оспаривался. Март 2024 года. Решение номер 456/24. Эпизод ток-шоу «Горячая линия» от февраля 2024 года. Нарушение. Дискриминация русскоязычных украинцев как непатриотов, москвоязычных предателей. Цитата. «Обобщение провоцирует межэтническую вражду. Санкция. Штраф 65 422 гривны, 12,5% плюс предписание об удалении архивного контента. Последствия. НТА спорила в суде, но проиграла. Львовский окружной админсуд, май 2024 года. Удалено 5 видео с YouTube. 19 июня 2025 года. Решение номер 789/25. Эпизод «Львовский форум» от мая 2025 года. Нарушение. Ксенофобские шутки о мигрантах из Африки и Азии как об экономических паразитах. Цитата. Hate speech по этническому признаку. Санкция. Штраф 130 845 гривен, 25%, плюс предписание о проведении тренинга по медиаэтике. Последствия. Жалоба от Управления ООН по правам человека. Тренинг проведен, но риск аннулирования лицензии при следующем нарушении. Статья 73 закона. Эти случаи не случайность. Институт ИМИ отмечает 70% нарушений от гостей без модерации с фокусом на защите львовской чистоты. А теперь разберем ключевые проекты НТА от ток-шоу до развлекательных программ. Я просмотрел более 20 эпизодов на YouTube и сайте канала. Анализ ключевых проектов НТА на предмет ксенофобии. НТА имеет разнообразную сетку: новости, ток-шоу, культурные социальные программы, общий тренд, позитивный патриотизм, но с тенями стереотипов. По порядку. Первое. «Це Великий Львів». Это ток-шоу еженедельное, ведущие локальные журналисты. Это флагманский проект обсуждения львовской идентичности, культуры и политики. Длительность 45-60 минут. Гости, политики, активисты. Просмотры на Ютубе 5-10 тысяч на эпизод. Плюсы. Освещает историю Львова. Продвигает украинскую культуру. Минусы. С 2023 года 2 штрафа Нацрады за стереотипы. В эпизоде от 15 сентября 2023 года штраф 130 845 гривен. Гости обобщили ромов как криминальные элементы, разрушающие чистоту города. Цитата. «Чужаки паразитируют на нашей идентичности». Это не связано с темой «Культурный фестиваль», но квалифицировано как hate speech. В 2024-2025 годах косвенная ксенофобия к русскоязычным. В дискуссиях о единстве подразумевается, что москвоязычные менее патриотичны. Пример. Эпизод
12 марта 2024 года. Львов в войне. Гость заявил: русскоязычные с Востока не понимают нашу борьбу. Управление ООН по правам человека отметило усиление лингвистической дискриминации. Риск: 40% эпизодов граничат с обобщениями, усиливая региональный национализм. Опросы Института социологии показывают, что рост на 15% предубеждений к чужакам во Львове. Следующий проект «Горячая линия». Это ток-шоу ежедневное, ведущая Наталья Струк. Горячая линия для зрителей. Звонки, дебаты о политике и обществе. Длительность 30 минут, фокус на актуальных темах. Война, миграция. Анализ. Штраф в марте 2024 65 422 гривны за эпизод февраля 2024. Дискриминация русскоязычных как непатриотов. Цитата гостя. Москвоязычная угроза единству, а не предатель. Суд подтвердил, провоцирует вражду по языковому признаку. В 2025 3 эпизода с похожими нарративами. Например, 15 мая 2025 о миграции. Русскоязычные мигранты не интегрируются. Институт информационной политики сделал вывод: 50% звонков от зрителей с предубеждениями не модерируются. Это усиливает эхокамеру hate speech. Особенно тревожно для русскоязычных украинцев. Война усилила стигму, и НТА как региональный канал обобщает Восток как чужой. По данным Управления по правам человека ООН, 25% инцидентов дискриминации лингвистические, и такие шоу подпитывают их. Третье. Львивский форум. Это политическое ток-шоу, еженедельно по четвергам ведущий Дмитрий Добродомов. Масштабное обсуждение всеукраинских тем с голосом Львова. Длительность 60 минут, гости политики, эксперты, просмотры 10-20 тысяч. Нарушение. Штраф в июне 2025 130 845 гривен за эпизод мая 2025 шутки о мигрантах. Экономические паразиты из Африки крадут рабочие места. Нацрада зафиксировала хейт-спич по этническому признаку. В контексте русскоязычных следующий эпизод. 20 февраля 2025. Передача «Единство наций». Обобщение о русскоязычных как носителях колониального мышления. Детектор медиа. Форум «Рупор национализма». 30% дискуссий с элементами стереотипов. Четвертый проект «Формат девчат». Социальное ток-шоу для женщин еженедельно по понедельникам, ведущие Наталья Струк, Марьяна Герняк, Роксолана. Запущен в 2024. Темы: гендерное равенство, карьера, идентичность. Длительность 30-45 минут. Гости: женщины-активистки. Просмотры от 1 до 5 тысяч. Плюсы: empowerment женщин, интерактив. Минусы: региональный уклон приводит к стереотипам. Детальний разбор эпизода «Говорить людською мовою» 18 ноября 2024 дал результат. Обсуждение суда по делу Фарион, языковой активистки. Людской речи против русизма. Цитаты. Ведущая говорит следующее: русскоязычные женщины – жертвы колонизации. Они не передают идентичность детям. Гостья отвечает:
Говорить по-русски значит предавать патриотизм. Это граничит с лингвистической ксенофобией, обобщение русскоязычных как менее стойких или неполноценных украинок. Анализ. 20 минут дискуссии на языке позитивно, но 10 минут – это стереотипы о восточных женщинах как пассивных. Нет прямого хейт-спич, но риск усиливает гендерно-языковую дискриминацию. Управление по правам человека ООН зафиксировало увеличение на 20% случаев против русскоязычных женщин в медиа в 2025 году. Общий для проекта 15% эпизодов с намеком на правильных украинок против других. Пятое. Другие проекты. Новости, культурные и расследовательские программы. Новости НТА. Ежедневно 20-30 минут. Плюсы. Локальные репортажи. Минусы. В 2022-2023 антимигрантские нарративы в репортажах о войне. Предупреждение Нацрады. Пример. 10 марта 2022 беженцы как угроза, стереотипы о ромах. Для русскоязычных обобщение восточных регионов как пророссийских. Эпизод 5 июня 2025. Культурные программы. Львивская симфония, культурный Львив 70% нейтрально, но в 2024 эпизод о фольклоре с защитой от русизмов как культурной агрессии. Расследовательские. Наши гроши. Наследие Добродомова. Фокус на коррупции, но иногда смешивают с этническими стереотипами. Мигранты как коррупционеры. Общий тренд. 40% контента рискованно. Зафиксировано Институт информации 2025 год. Онлайн, YouTube. 45% аудитории, где хейт-спич распространяется быстрее, без строгой модерации. Выводы. Системные проблемы и влияние на общество. Анализ показывает, информационная политика НТА – это обоюдоострый меч. С одной стороны, вклад в патриотизм и региональную идентичность, что положительно в военное время, с другой – системная ксенофобия. 4 санкции Нацрады, корреляция с ростом предубеждений. Рост на 28% в Галичине зафиксирован Управлением по правам человека ООН. Особенно тревожно для русскоязычных граждан Украины. 30% населения, чьи права защищены статьей 10 Конституции «Свобода языка». НТА обобщает их как непатриотов или носителей угрозы, что усиливает социальное разделение. По статистике Института социологии 2025 год 32% львовян имеют предубеждение к русскоязычных, и наблюдается рост на 7% с 2024 года. Выводы. Первое. Системность. Нарушения не единичны. 70% гостей без модерации. Владелец Добродомов влияет. Его нарратив Львов для львовян перетекает в эфир. Второе. Влияние. Канал усиливает hate crimes. Рост на 25% в западных регионах. Зафиксирован Управлением по правам человека ООН. Для русскоязычных психологический прессинг, дискриминация в работе, образовании. Третье. Риски. При 6-м предписании аннулирование лицензии в соответствии со статьей 73 закона, но штрафы всего 0,15% бюджета НТА. 12 миллионов гривен в год.
репутация страдает больше. Позитив. Канал может измениться после штрафов, на канале введены тренинги. Рекомендация. Проведение внутреннего аудита, разнообразить гостей, включая русскоязычных экспертов. В целом НТА – это зеркало регионального национализма. Он полезен, но опасен без контроля. В единой Украине нет места для чужих среди своих. И, наконец, что же делать? Друзья, молчание – это соучастие. Если вы заметили хейт-спич в НТА, обобщение русскоязычных как предателей или неинтегрирующихся, фиксируйте и подавайте жалобу в Нацраду. Это работает. 70% санкций по жалобам граждан. Каждая жалоба – шаг к толерантности. И я приведу шаблон жалобы в Нацраду, копируйте, заполняйте и отправляйте на info@nrada.gov.ua или через nrada.gov.ua. До Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Улица Прорезна, 2, город Киев, 01001. Электронная почта info@nrada.gov.ua. Заява, скарга. Я, прізвище, ім'я по батькові, проживаю за адресою, адреса, контактний телефон, номер, електронна почта, e-mail. Повідомляю про порушення телеканалом НТА, Незалежне телевізійне агентство, статті 6 та статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення. Розпалювання національної, расової чи релігіозної ворожнечі. Зокрема, щодо російськомовних громадян України. Первое. Дата и час эфиру. Дата, время, например, 18.11.2024, 19:00. Назва програми. Наприклад, формат дівчат или гаряча лінія. Канал поширення. Телебачення, YouTube. Посилання. Вставте URL. Опис порушення. Цитата або опис. Наприклад, ведущая заявила, що російськомовні жінки – жертви колонізації. Це містить ознаки ксенофобії та хейт-спіч щодо російськомовних українців. Додатки. Скріншот, відеозапис, посилання на архів. Прошу. Перше. Провести позапланову перевірку ефіру НТА. Друге. Застосувати санкції, попередження, штраф або припис відповідно до статті 72-73 закону. Повідомити мене про результати перевірки в 30-денний строк. Дата, підпис. Как подать? Заполните шаблон, прикрепите доказательства, отправьте e-mail или онлайн-форму на nrada.gov.ua, сохраните копию, ответ обязателен по закону. Если нужно, консультируйтесь со мной. E-mail будет в описании. Почему именно против русскоязычных? Они часть Украины, но НТА стигматизирует их как второсортных. Ваша жалоба защитит единство. По выводам Управления по правам человека ООН, такие нарративы – фактор более 150 инцидентов дискриминации в 2025 году. Друзья, НТА может стать лучше, но только с нашим контролем. Это не атака, а призыв к ответственности. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления по медиаправу. Делитесь видео, пишите в комментариях свои истории дискриминации. Вместе мы изменим медиапространство. Украина для всех, включая русскоязычных. Нет места ненависти. С вами был юрист Валерий Табаков.